530 миллионов тонн было добыто, 8,8 триллионов рублей было заработано. Все это цифры главной статьи доходов экономики России, доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. Нефть – это основа современного мира. Она возит нас на транспорте, греет, освещает и является сырьем для бесчисленного множества продуктов от пластика и до лекарств. Но кто же стоит за всем тем, что у нас с вами есть? Ответ лежит, казалось бы, на поверхности, что нельзя сказать про саму нефть. Это 10 самых дорогих компаний России, а это список компаний по величине чистой выручки. Посмотрите внимательно, и вы увидите, что большинство этих компаний занимается добычей нефти и газа, а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк» и «Сургутнефтегаз» и вовсе добывают нефть в основном в одном месте – на западной сибирской равнине. Но так было далеко не всегда. Во время правления Николая II в России добывается от 8 до 10 миллионов тонн нефти, преимущественно на Кавказе, в Баку и Грозном. Звучит весьма внушительно, но это мелочь по сравнению с тем, что будет позднее. Ну ладно, бегло пробежались по Николаю II и идем с вами дальше. Потом началась Первая мировая война, революция и кризис в нефтяной отрасли, что привело к уменьшению добычи нефти. Поэтому только к концу 1920-х годов удалось достичь дореволюционного уровня за счет механизации добычи во время новой экономической политики. Уже тогда, в 1932 году, академик Иван Губкин высказал предположение о том, что где-то в недрах Западной Сибири находятся крупные залежи нефти. Но ему помешала вскоре начавшаяся война, и планам не суждено было реализоваться. Однако его труды зажгли интерес неприметного студента Азербайджанского индустриального института. После войны советское правительство осознало опасность зависимости от единственного источника нефти. В 50-х годах прошлого столетия начались поиски новых месторождений. Задачу предстояло решить как опытным, так и самым юным геологам по всему Советскому Союзу. Так мы с вами и знакомимся с Фарманом Курбановичем Салмановым, будущим первооткрывателем сибирской нефти. О суровых зимах, могучих реках и бескрайних просторах Сибири маленькому Фарману не понаслышке рассказывал его дед Сулейман, который еще в царские времена получил 20 лет каторги. Истории деда о далекой и бескрайней земле поражали воображение Фармана, и он увлекся сбором и изучением горных камней. В августе 1957 года на свой страх и риск он обосновал бесперспективность площадей Кузбасского угольного бассейна, без согласования в высших инстанциях, без подписанных резолюций, отключив рацию и нарушив все мыслимые и немыслимые инструкции. Он перебазировал свою группу на 1000 километров севернее. Салманов верил в нефть Западной Сибири, а команда верила в Салманова и даже встала на его защиту, когда против того попытались возбудить уголовное дело. Экспедиция состояла из 150 человек. Салманов арендовал 4 баржи, загрузил на них все оборудование и сплавился вниз по Оби в район Сургута. Судьба первопроходцев была нелегкой. Дремучая тайга, бескрайние топи, тучи мошкары и мерзлый хлеб. Жить приходилось почти в полевых условиях, и даже печь не могла сдержать лютый сибирский мороз. Геологам нужно было найти нефть на заболоченной равнине, площадь которой в 2 раза больше Франции, Германии и Италии вместе взятых. И вот 21 марта 1961 года из недр земли пошел первый фонтан нефти. Салманов отправил всем своим оппонентам письма одного содержания. В Мегионе получен фонтан нефти дебитом 200 тонн. Вам это ясно?
Привет там, Салманов. Ему ответили, что это природная аномалия и что найденный Салмановым бассейн скоро иссякнет. Но вскоре забил фонтан в районе Усть-Балыка, и в нефть Западной Сибири поверили все. Салманов сразу же оповестил начальство. Скважина лупит по всем правилам. Ну а первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев получил самую дерзкую телеграмму. Я нашел нефть. Вот так. Салманов. Более 30 лет Фарман Салманов посвятил Сибири, став фактически первым человеком в этом регионе. Сегодня месторождения, открытые им, обеспечивают около 70% российской нефти. Его имя теперь оглавляет Сургутский аэропорт, а сам Салманов сравнивал открытие нефти в Западной Сибири с полетом Гагарина в космос. Открытие нефти в Западной Сибири дало гигантский скачок в экономике СССР. Например, с 1961 по 1970 среднегодовой рост составлял 7%, а уже в 1973 году происходит нефтяной кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке. СССР стал де-факто единственным поставщиком нефти страны Запада. Цена на нефть подскочила с 3 до $25 за баррель. Доходы от нефтегаза составляли более 200 миллиардов долларов, а госбюджет просто лопался от денег. В кратчайшие сроки окупились все затраты на инфраструктуру, обеспечивающую добычу нефти в болотистой местности Западной Сибири, в которой добывалось более 60% общесоюзной нефти и более 56% газа. О росте сырьевого сектора советской экономики лучше всего судить по цифрам. Если в 1965 году наша страна экспортировала в среднем 75,7 миллионов тонн нефти, то к 1980 году этот показатель вырос до 175 миллионов тонн, а еще через 5 лет и вовсе пробил планку в 200 миллионов. Также росли и валютные поступления от нефтяного экспорта. В 1970 году выручка СССР составляла 1 миллиард долларов, в 1975 уже 3,7 миллиардов, а в 1980 возросла до 15,7 миллиардов долларов. В 1981 году произошло знаменательное событие. Из недр была извлечена миллиардная тонна нефти, а уже в следующем году нефтяники рапортовали о 2 миллиарде добытой нефти. По этому показателю СССР заметно обогнал многолетнего лидера нефтедобычи США. 1 декабря 1991 года уже заместитель министра геологии Фарман Салманов сообщил своим коллегам, что Министерство геологии ликвидировано. Михаил Горбачев заявил, что в таких количествах нефть в стране больше не нужна, и уже через несколько лет в новой России началась волна приватизации собственности бывшего СССР. Салманов участвовать в этой дележке не стал. Я сразу открыл словарь иностранных слов. Приватизация? Что такое? Распродажа. Я сразу отказался. В таком духе приватизировать нельзя. Он был признан самым результативным геологом в мировой истории. Но в своих интервью он всегда говорил: С самого начала хочу предостеречь вас от заблуждения, что Салманов в одиночку покорил Западную Сибирь и добыл для нашего народа тепло и свет. Я мало похож на Прометея. Все эти годы рядом со мной рука об руку трудились тысячи и тысячи геологов, нефтяников, газовиков, строителей, которые, не жалея сил и здоровья, добывали нефть и газ. И я счастлив, что был рядом с этими великими людьми. сегодня Западная Сибирь является одним из богатейших регионов России. Но на этом развитие нашей страны не останавливается. И сейчас ученые вовсю занимаются изучением перспективных территорий Дальнего Востока и Арктики. В такие моменты, как никогда кстати вспоминаются слова великого российского академика Михаила Васильевича Ломоносова. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.